Всем привет! Вратарь Краснодара Матвей Сафонов уезжает в Пари Сен-Жермен за 20 миллионов евро. Мы были рядом с Матвеем на всем пути из Краснодара в Париж. Наш оператор Саша Демочкин запрыгнул в поезд до Сочи вместе с Матвеем, фиксировал все эмоции нового вратаря ПСЖ и проиграл ему в шахматы. В Париже мы поговорили о том, как этот трансфер стал реальностью. Надо подтверждение, что я тут был. Матвей, ну как эмоции у тебя? Уже 1,5 дня в Париже, и вот тебя встречают, ты спокоен максимально. Мало сплю, много дел, знаешь, и я думаю, что до конца еще не осознал, что происходит, вообще, где я нахожусь, в качестве кого я нахожусь, да, уже. Вот, поэтому все самое интересное по эмоциям, думаю, ждет впереди. В плане жизни меня тяжело чем-то удивить, и я думаю, что все эмоции испытаю, когда выйду на тренировки, когда буду переживать это привыкание к новым скоростям, к новому футболу, к новым лицам. Я думаю, что вот тогда я и пойму, где я нахожусь. Ты говоришь, тебе нужна первая тренировка, но нам она не нужна, потому что мы реально в шоке. Матвей Сафонов, парень из Краснодара, переходит в один из самых известных и сильнейших клубов Европы прямо сейчас. Ты когда был от этой новости шокирован? И был ли вообще? Ну, первый шок был, когда мне как раз-таки Сергей Николаевич позвонил. Мы были на сборах зимой. Сидел в гостинице, все нормально, и меня набирает Сергей Николаевич и говорит, что мной интересуется ПСЖ и достаточно серьезный интерес. Не просто как бы слова, да. Меня всегда спрашивали, когда уходишь в Европу, когда играть в Европе. Я всегда отвечал, ребят, будет нормальное предложение, мы его рассмотрим, любое. И вот, насколько я знаю, вот до меня ни одно предложение не доходило в плане того, что они, видимо, не было такого серьезного интереса. Все время, как бы я там играл, и Лига Чемпионов была, и все, и не было каких-то конкретных, серьезных каких-то предложений. А тут, когда вроде уже не ждешь, когда Россия относительно так закрыта, футбол российский без Еврокубков, без ничего, и в этот момент такое происходит, это удивительно. Трансфер был напрямую клуб-клуб. У тебя нет агента? Нет. И это достаточно такая была история уникальная. Да, для меня все обычно. Расскажи. Я никогда не работал с агентами. Я пришел в академию, там, естественно, ничего не нужно мне, никакие агенты, никто. Пришел в основу, подписал контракт. Были прекрасные отношения, доверительные с клубом. Когда мне что-то обещали, мне все исполняли. И у меня никогда не было проблем договариваться. У меня нет самоцели из клуба вынести все деньги, которые я могу. У меня нет такой цели. У меня есть свое понимание того, сколько относительно рынка я должен зарабатывать. Я, в принципе, всегда продвигал эту позицию. Меня в клубе в Краснодаре поддерживали. Получается, также меня поддержали здесь, потому что понятно, что я не сам вел свой трансфер, это было бы странно. Вот это было бы странно, если футболист сам такой все документы проверял и договаривался по своему контракту. Нет, у меня были юристы. Это не агенты, это именно юристы, которые занимаются документами. Изначально в переговорах между клубами было сказано, что агента не будет, то есть не нужно платить никакие агентские и ничего в этом роде, никакие проценты. Я думаю, что для ПСЖ это тоже плюс, потому что это меньше трата. Этот выпуск лишний раз докажет, как важно использовать свой шанс, даже если все против. Трансферы между российскими и европейскими клубами сейчас редкость, но Матвей Сафонов едет в ПСЖ, чтобы навязать конкуренцию Доннаруме. Лето в Париже, знакомство с новой командой и тренерами, Олимпиада. Матвею явно будет чем заняться во Франции в ближайшие месяцы. Чтобы у вас футбольное лето было таким же насыщенным, мои друзья из Винлайн стали партнерами бара «Стрелка» и приглашают вас. Это уже давно одно из самых знаковых мест Москвы, а точнее целое культурное пространство при Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Здесь, в баре, уютно и весело круглый год. В летнем кинотеатре обычно проходят лекции и концерты, но в июне-июле здесь можно комфортно и весело посмотреть Евро-24. Ну а в теплое время года на крыше открыта одна из лучших в городе террас. Теперь здесь можно любоваться не только видом на Москва-реку и храм Христа Спасителя, но еще и топовым футболом. Приходите в бар «Стрелка» на Берсеневской набережной в Москве. Не пропускайте специальные активности от Винлайн, болейте за любимую команду и наслаждайтесь атмосферой настоящего футбольного праздника.
Ты сказал, что ты был шокирован зимой, когда набрал тебе Сергей Николаевич с информацией о ПСЖ. И ты, как, собственно, многие были шокированы, что сейчас нет матчей международных у футболистов, там, клубов РПЛ, да, у сборной. Как ты себе объяснил, что ты там, условно говоря, уже год, даже больше не играешь в Еврокубках, да, в Лиге Чемпионов, но при этом тебя хочет команда, которая регулярно играет в плей-офф Лиги Чемпионов, в полуфинале Лиги Чемпионов. Единственное, как это можно объяснить тем, что они следят за российским рынком и за российским чемпионатом. Потому что мы показали большой прогресс. Мы зимой были на первом месте, если не ошибаюсь. Ну, или там первый, да. Закончили на первом. Возможно, это как раз-таки был для них звоночек, который... то, чего, возможно, не хватало мне до этого, чтобы меня куда-то пригласили, какие-то результаты, какая-то стабильность. И, возможно, в этом сезоне стал ее показывать, и они такие, походу, пора брать. Потому что, естественно, я понимаю, что это не просто разовый матч посмотрели, такие, давайте возьмем. Нет, сегодня, на самом деле, едем в Адлер, потом приезжаем в аэропорт, и дальше... В планах пока что поехать в Стамбул. Нет, ты уже хотя бы расставляешь правильно фигуры, уже хорошо. Поехали. Что, поехали сюда? Надо выиграть. Да я вообще сопротивляться не буду, чтобы было что вставить тебе в видео. Че ты сюда пришел? Ну, зачем оно мне, знаешь? Вот она. Ломана, поломана. Так, что, все, шахматы? Да. Сдался? Занимаемся документами, ходим по банкам, как я понял. Смотрел дома. Понравился домик в 3 минутах от базы. Но пока что на него смотрю. Посмотрим, что еще предложат, какие варианты будут. Но вроде неплохо, близко к тренировочной базе. Могу попозже вставать утром, не тратить время много на дорогу. Поэтому пока что смотрю в его сторону. Понятно, что ты парень амбициозный, понятно, что все хотят, чтобы ты стал первым номером ПСЖ, но сейчас ты переезжаешь как второй номер. Все это понимают. Я этого не понимаю. Не понимаешь этого? Нет. Так, то есть... Вам кто это сказал? Ну, как, это все говорят. А им кто сказал? Ну, окей, тебе что сказал Кампуш? Ну, что он сказал, ты первый номер? Он и не говорил, что я второй. Я знаю прекрасно, что основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому я еду прежде всего доказывать, я хочу играть. И меня вообще, даже если бы мне сказали, мы тебя берем вторым номером, мне без разницы, что мне говорят по этому поводу. Потому что только я решаю, каким... Не только я, но от меня очень многое зависит, кем я буду. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. И если вдруг я начну сезон, на скамейке, то первому номеру точно не... Не просто... Да. Потому что напрягать я собираюсь постоянно. Первый номер, если он будет, да. Если это будет не я. До сегодняшнего момента, кстати, я не проигрывал ни одной конкуренции, я везде играл. Так получилось, что я попал в основу, я играл в основу Краснодара. Я попал в сборную, я буквально там посидел... на официальный матч я поехал, я посидел один матч, на втором я уже играл. И как-то так получилось, что в России вся моя карьера была такая, что я играл постоянно, я не был вторым номером. И я не умею сидеть на замене. И вот эти все... Это предрассудки какие-то, это не знаю. Потому что вратарь с России не может стать одним из лучших, но, по-моему, это предрассудки просто. Нет, я думаю, что вопрос не в том, откуда ты. Это как раз... Вопрос, откуда он? Основной вратарь... Нет, что на данный момент игрок основы ПСЖ. Да, понятное дело, что меня берут из России. Во Франции меня никто не знает, меня вообще никто не знает. И естественно, что, возможно, нет плана у людей, что ты приходишь и сразу играешь. Но даже так может получиться.
прошлом году, когда Далер Кузяев переходил в Гавр, ему контракт делал я. Ну и там, кстати, были, на мой взгляд, более сложные переговоры. Мне кажется, мы больше времени потратили на согласование отдельных условий контрактов. Вот, в контракт в ПСЖ мне показался даже более простым. Оффер я получил на почту во вторник. В среду мы направили встречный оффер. В воскресенье мы уже согласовали все условия, купили билеты и полетели в Париж. Футбольный клуб ПСЖ настолько профессионально и четко работает, у них настолько отлажен механизм, то есть, условно, ты начинаешь общение со спортивным директором, ты достигаешь определенных договоренностей с ним, дальше он тебя передает на следующий уровень своему заместителю. Дальше ты с ним разговариваешь. Потом уже возникают какие-то отдельные вопросы, там, бронирование билетов, аренда дома и так далее. Тебя передают в Family Office. Тебе Family Office делает определенные вещи, соответственно, вы с ним работаете. И так у них просто тебя четко от департамента к департаменту передают, департамент делает свою работу, тебя передают к следующему департаменту. Я такой четко налаженной системы, честно, никогда не видел. Нигде? Нет. У нас в компании есть офис в Швейцарии, где наш партнер нашего швейцарского офиса Александр Розенруфинин очень много делал сделок с футбольным клубом ПСЖ. В частности, он является юристом Усмана Дембеле и Коло Муани. Соответственно, мы потратили очень много времени с Алексом на обсуждение того, как ПСЖ ведет себя в переговорах, какие пункты они соглашаются удалить из контракта, какие не соглашаются. Если бы мы пришли на переговоры с ожиданиями, что это мешок с деньгами, то я боюсь, что мы могли провалиться. Хотите выглядеть как Эктор Белерин, но в России не достать известные бренды? Или просто хотите быть в тренде и не тратить на это миллионы? Делюсь лайфхаком. Marketplace usmall.ru. USMall выкупает товары в фирменных магазинах Америки, в том числе тех брендов, которые ушли из России. И делает это по американским ценам, которые иногда до 30-40% ниже, чем в России. Всего на USMall больше миллиона товаров. Например, кроссовки New Balance или джинсы Levi's 501. На USMall продаются только оригиналы известных брендов: Calvin Klein, Nike, Tommy Hilfiger и других, в том числе недоступных в России. А еще товары для здоровья прямо с американского iHerb. Оплата любой российской картой. Товары из США будут у вас в среднем через 2-3 недели. Если придет брак, деньги вернут. Промокод Нобель даст скидку 20% на все до 17 июля. А если успеете сделать заказ до 25 июня, то скидка будет 25%. Скачивайте приложение по QR-коду на экране или переходите по ссылке в описании. Заказывайте брендовую одежду, косметику и товары для здоровья из фирменных магазинов Америки на usmall.ru. А решение как долго ты принимал? Когда ты понимал, что интерес есть, клубы более-менее договариваются, ну плюс-минус. Только я ничего не принимал. Ну, клубы договорятся, я перехожу. Клубы не договорятся, я не перехожу. Чем мне? Хорошо, по-другому. То есть ты дал добро, сказал к клубу? Я не давал добро. Ну вот, окей, давай. Все понимают и так, что тут обсуждать. Не, ну еще раз, мы обсудили какие-то там моменты, которые могут... Нет, окей, ну... Типа, хочешь ты ПСЖ? Допустим, ты можешь сказать, не хочу, например. Так все знают, что так не скажу я. Ты знаешь, да, главная мечта и цель ПСЖ уже больше 10 лет? Ну, ЛЧ выиграть? Да, Лигу Чемпионов выиграть. Выиграем. Выиграете? Ну, а что нет, попробуем точно. Скажи, что случится раньше? ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов или Краснодар чемпион России? Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги Чемпионов. Получается, раньше Краснодар станет... Чемпионов. Ну, получается, сначала Краснодар становится, а через неделю там Лига Чемпионов, финал. Правильно же? Такое расписание? Да-да-да. Ну, получается так? Да. Ну, да. Акинфеев провел прекрасную карьеру, но это не предел мечтаний. А что для тебя предел мечтаний? Чувствуется, где-то я слышал эту фразу, как будто из моего интервью. Я правильно же понимаю? Да. Я знаю, что этой фразы было продолжение, и она звучала так, что Акинфеев провел хорошую карьеру, но это не предел мечтаний, если узнать у него. Смысл был такой, посыл, что, возможно, если у Игоря спросить и реально с ним поговорить, то, возможно, он скажет, что где-то он мог что-то попробовать другое, или я уверен, что ему интересно, что бы было, если бы в какой-то момент, условно, он бы перешел в какой-то европейский клуб, когда было хорошее предложение, действительно, если оно было, опять же. И посыл был такой, что если я проведу свою карьеру в Краснодаре,
в моем понимании у меня всегда будет мысль, если у меня была возможность уехать в какой-то топ-клуб в хорошую команду и попробовать свои силы там в Еврокубках, в борьбе в другой лиге, я боюсь, что у меня в голове будет мысль о том, что я что-то потерял. Для меня, наверное, тяжелее будет не попробовать что-то новое, если была об этом возможность. Я не хочу об этом жалеть до конца своих дней. Лежа на смертном одре, я хочу вспоминать только... Не хочу думать о каких-то упущенных возможностях. Хочу думать с позитивом о том, что я попробовал что-то новое, даже если это не получилось. Спасибо большое. ПСЖ поедешь? Non, parce que c'est mon compatriote, parce que je suis russe aussi, mais j'ai travaillé à la petite et tout ça. Ah, по-русски. Знаете, он русский футболист известный, и я его встретила в префектуре Версаля. Почему нет? Не, ну да, ну просто вот это как бы судьба, как говорится. Я вам желаю удачи. А я из Подмосковья, из Красноармейска. Слышали бы? А давно здесь? Ну, я 17 лет во Франции. У меня уже гражданство, поэтому я могу. Я один день. Один день во Франции. Матвей, как настроение? Да неплохо, видишь, русских уже нашли во Франции. Поэтому все отлично. Но меня удивил профессионализм, с которым тут подходят ко всему, ко всем мелочам, ко всем деталям. И когда я приехал, первая фраза, которую мне говорит вот став, это «Твоя семья – это наша семья, вообще ни за что не переживай, твое дело – это выдавать максимальный результат на тренировках и на поле». То есть уже занимаются там бытовыми вопросами твоими? Банковская карточка? Ну да, сказали, что ты ни за что не должен переживать, мы тебе совсем поможем, мы все сделаем, твоя задача играть в футбол. Первый день ушел на медицинский осмотр. Я, опять же, такого никогда не видел, когда 5,5 часов футболист проходит медосмотр. У нас в России такого нет. Да, и я думаю, что во многих европейских клубах такого нет, где смотрят вообще все максимально досконально. Но, кстати, интересно, что там сотрудники футбольного клуба ПСЖ говорили, что такие детальные медосмотры, они очень помогают не только клубу, но и самим футболистам, потому что иногда они выявляют на ранней стадии какие-то проблемы, которые можно решить, если их выявить на более поздней стадии, то, к сожалению, уже может возникнуть угроза карьере футболиста. При этом, когда Матвей проходил медосмотр, все это время я сидел в медицинском центре с ноутбуком, и мы досогласовывали с юристами контракт. После этого, когда мы согласовали все, мы поехали на базу. На базе Матвей прошел фотосессию, дал интервью на английском языке. Я думаю, что это интервью скоро появится, и вы удивитесь. У Матвея неплохой английский. Хотя, опять же, основной язык, насколько я понимаю, основной язык общения внутри команды испанский. Потому что там много испаноговорящих игроков, тренерский штаб. Было подписание контракта, и, собственно говоря, на этом день кончился. Да? Мы там в районе 10 часов вечера закончили, все уже устали, поужинали и пошли спать, а на следующий день ПСЖ организовал тур по Парижу, когда Матвею предстояло выбрать дом для проживания, открыть банковский счет, подать документы на разрешение на работу, купить местную симку и так далее. Да? Ну и, соответственно, с учетом того, что мы ездили с места на место, и ПСЖ хотел сделать все так, чтобы максимально все было готово, и когда к первому дню, когда 15 июля Матвею нужно будет приехать в Париж вместе с командой для того, чтобы уже все было готово, и он не обращал внимания на бытовые вопросы. 7 июня матч сборной России в Минске. Матвей в стартовом составе, но еще до этого гремит новость из светской хроники о судебных разбирательствах с бывшей женой. Твоя реакция? Первая реакция,
была, типа, не может такого быть, в этом надо разобраться. Но, в принципе, потом, когда мы разобрались в ситуации, ситуация оказалась не такой, как ее подавали в прессе. Опиши, какая наглядность. Ну, на самом деле, действительно было постановление пристава, но на достаточно маленькую и техническую сумму. Да? Опять же, я не хочу лезть, это суд между двумя людьми, я не буду лезть и не имею права лезть в подробности этого судебного процесса. Мое участие состояло в том, что просто футбольный клуб ПСЖ озаботился этим вопросом, они вышли на связь вечером того же дня, мы с ними поговорили, сделали, я им объяснил ситуацию, опять же, да, исходя из той информации, которую я получил от адвоката Матвея. На следующий день мы сделали звонок уже с участием представителей ПСЖ Матвея. Матвей объяснил всю ситуацию, и как бы в ПСЖ там достаточно спокойно отреагировали, сказали: все окей, пожалуйста, разреши эту ситуацию, просто попроси своих адвокатов, пусть они получат документ о том, что тебе можно выезжать за границу, и как бы никаких проблем. Но я могу сказать, что трансфер Матвея не был никогда под угрозой и до сих пор не является таковым. Париж – это одна из двух столиц моды европейских, Милан и Париж. Ты уже ощутил, что здесь надо будет еще вот это чувство вкуса, стиля, костюмы? Вот это уже понял, что это важно для Парижа? Но рубашки мои не подойдут сюда, потому что мы вот как раз разговаривали про соцсети, то, что я выкладывал, амбассадор дурацких рубашек. Посмотрим, что тут вообще приемлемо. Но тут засмеют, наверное, если плохо одеваться. Есть такое ощущение, но я без разницы. Вот видел, мы приезжали там, Елисейские поля, там, например, Луи Виттон строит огромный отель. То есть здесь огромное количество разных, я не знаю, бутиков, разных галерей, именно с точки зрения внешнего вида. И даже ПСЖ особо внимание уделяет внешнему виду футболистов. Глядя по сторонам, я уже понимаю, что тут люди одеваются стильно, они одеваются со вкусом. Хочется не выделяться, скажем так, отсутствием вкуса, поэтому будем над этим работать. Насколько я знаю, в Париже достаточно много спонсоров стильных. И, например, Dior. Я приехал на подписание контракта, и первое, что сделали, меня завели в комнату, где стояли два мужчины в солидных костюмах, в руках с туфлями 46-го размера и костюмом Dior. Одели меня, именно вот как одели. Подшили прямо на мне брюки, подобрали мне нужного размера рубашку, завязали галстук и выставили за дверь, чтобы я шел сниматься в интервью и фотосессиях. Это такое вот тоже показатель профессионализма. Это очень было необычно. До подписания было? Или сразу после? Это перед подписанием, получается. Ну, даже не перед подписанием, это перед фотосессией и интервью. Потому что интервью я давал уже в костюме. Это был самый большой для меня стресс, потому что это было первое мое интервью на английском языке. И это реально для меня стресс в плане того, что... я не боюсь разговаривать по-английски, но я понимаю, что на интервью я должен говорить правильно, корректно, должен подбирать слова, и это было, немножко difficult. Ты знаешь, что еще в следующем году будет чемпионат мира клубный, первый в истории, такой большой? И там играет ПСЖ, там всего лишь, по-моему, 12 команд из Европы. Там будет формат 32 команды, как сборная, только клубы. Будут приходить в США, и там 12 команд из Европы, в том числе ПСЖ. На месяц вы будете играть за новый трофей, который FIFA придумал. Это вместо отпуска, правильно понимаю? Новая Лига Чемпионов, новый формат Лиги Чемпионов будет со следующего года. Слышал. Ты прям попал в момент, когда все новое будет. Новый формат Лиги Чемпионов. Так меня под это и взяли. Тут везде что-то новое, такое, и мы возьмем новое что-нибудь. Вратаря взяли себе. Потому что будет теперь не 6, а 8 матчей в группе. Будет новый формат группового этапа. Я слышал, что что больше команд участвуют, больше все это дело. Будет больше команд. Больше матчей, значит, больше шанс, что я сыграю в Лиге Чемпионов. Обязательно. Вот, получается так. Чемпионат мира клубный сыграешь, чемпионат Франции сыграешь. План такой. План составили, а теперь работаем просто, чтобы его реализовать, и все. В Краснодаре зарплата была 2 миллиона евро. Насколько больше в Париже? Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в ПСЖ, но, в принципе, она достаточно хорошая.
даже для уровня Пари Сен-Жермен. Расчеты по трансферам, они происходят между клубами. И, соответственно, в любом случае платеж будет из футбольного клуба ПСЖ в Краснодар. Я не знаю, какие финансовые инструменты будет использовать для этого ПСЖ. Возможно, они будут делать платеж через катарский банк, учитывая то, что владельцы ПСЖ из Катара. Но, опять же, да, это те договоренности, которые существуют между клубами. Вот. Но я не вижу здесь никаких проблем, потому что, во-первых, в России есть банки, которые работают через систему SWIFT, и, соответственно, платежи туда приходят. У футбольного клуба Краснодар абсолютно точно есть счета в таких банках, поскольку Краснодар и сам делает трансферы, сам покупает игроков. И у Краснодара никогда не было проблем с международными расчетами. Плюс Краснодар никак не связан с санкционными лицами, поэтому, соответственно, у Краснодара нет проблем получать платежи. Вот. Понятно, что в Европе сейчас очень многие клубы и их владельцы не очень хотят связываться с платежами в Россию или платежами из России по политическим моментам, но, опять же, так как владельцы ПСЖ из Катара, я думаю, что здесь тоже для них не будет больших проблем, ну, как бы именно с точки зрения политических рисков. Поэтому я не вижу каких-либо рисков, что ПСЖ не сможет сделать платежи в Краснодар, и не вижу рисков, что Краснодар не получит эти деньги. Давай о Сергее Галицком. Какие с ним отношения? Вы с ним каждый день созваниваетесь, там, можете списаться, ты можешь ему сам по какому-нибудь бытовому вопросу позвонить или спросить. Вообще, кто это человек для тебя? Но я могу интересно ответить, у меня мысль пришла. И он, и я можем друг другу случайно позвонить. Это как? Допустим, на сборах мы с ним как-то общались, и я ему случайно набрал, причем это было вечером, уже, возможно, Сергей Николаевич уже готовился ко сну, я ему случайно в WhatsApp набрал, скинул, вижу, что он зашел онлайн, я ему написал смс, что извините, я случайно позвонил. Вчера произошло то же самое, что мы с ним как-то переписывались, он что-то мне написал смс какую-то, или я ему, не помню. И он мне набирает и начинает что-то по трансферам говорить. Я такой: алло, Сергей Николаевич, по-моему, вы ошиблись. Он такой: Матвей. Ну да. Ну и, короче, как так получилось. Ну, интересная история, но это про описание того, как мы общаемся, и с моей, и с его стороны могут быть случайные звонки. Ну вот хочется понять, он для тебя наставник, я не знаю, невероятный авторитет, может, как друг уже стал, да, такой прям... Слушайте, сказать как друг у меня не поворачивается язык, потому что, прежде всего, Сергей Николаевич мой начальник, президент клуба, у меня к нему огромное уважение, я уважаю его как человека. Я уважаю его как президента клуба за его решения, за его мысли, за его такую несгибаемость, за то, что у него есть свое мнение, которое очень тяжело переубедить, возможно. Я знаю. Я тоже с этим встречался, вот. И за это его можно уважать за то, чего он добился в своей жизни. И мои чувства полностью пропитаны к нему уважением и любовью за то, что он мне дал такую возможность, потому что, если говорить со стороны посмотреть, то без Сергея Николаевича моего пути не было бы. 100%. Скажи, пожалуйста, правда, что он тебе раньше мог пробить пенальти? В обуви обычной, да, такой дорогой обуви, он выходил на поле и бил тебе пенальти? Не обязательно. Иногда он ее снимал, иногда в ней бил, иногда босиком бегал и бил пенальти. Да, это было регулярно. Все смеялись, потому что была ситуация, когда он мне бил пенальти и не забил где-то 4 подряд, и пацаны уже кричат: пропусти ты уже, пропусти. И потом пошла шутка, что он подходил бить пенальти, и меня все говорили: если отобьешь, то в следующую не в старте играешь. Облетели фотографии Сергея Николаевича после матча с «Динамо», и все очень переживают, да, за самочувствие Сергея Николаевича. Вот как ты на это реагируешь? Потому что понятно, что ты, Спиртян, Черников, у него к вам максимальное отношение, как к своим детям практически. На месте всех я бы просто перестал бы об этом говорить. Я думаю, что это самый правильный путь. И ты с ними обсуждаешь? Условно, вы говорите про фотографии, они облетели интернет, но все же все поняли. Зачем это обсуждать, зачем это выкладывать? Как какой-то для новостей, наверное, это классно в плане кликбейта, интереса к этому событию. Но для обывателя, для его близких, я не думаю, что это нужно. Всем известно, что для Сергея Галицкого очень важно, чтобы воспитанники играли как можно дольше и желательно все время за Краснодар. Ты сам говорил много раз, что для тебя важно играть за Краснодар. Да, всю карьеру, даже об этом ты давал комментарии, контракт продлевал.
И в итоге ты переходишь в ПСЖ. Первый такой большой трансфер, человек из Академии Краснодара, который переходит в Европу. Это ты. Ну, по большому счету. Меньше всего от тебя этого ждали. Все думали, что ваша связь такая большая, да, с Краснодаром и с Галицким, что ты вот будешь играть всю карьеру. Предложение от ПСЖ в данной ситуации такое, от которого нельзя отказываться. Как можно сказать, нет команде, которая предлагает хорошие условия, которая играет в полуфинале Лиги Чемпионов, которая выигрывает свой чемпионат, которая борется за все возможные турниры и за самые высокие места в них. Но я все-таки понимаю, что попав в максимально конкурентную среду, наверное, я сам буду прибавлять быстрее. Моя позиция такая, что я хочу улучшать себя, я хочу становиться лучше каждый день. Я просто должен переходить, если будет предложение, которое устраивает Краснодар. А президент тебя отговаривал? Нет. Не то, что давал понять, он говорил напрямую, что я хочу, чтобы вы все играли здесь, но он сам прекрасно, мне кажется, понимал, что ПСЖ — это тот вариант, который, которого как-то не отказываются, как будто бы. Сегодня мне позвонил Сергей Николаевич, сказал, что я тебя поздравляю, я за тебя очень горд. Горд? Да. Не, знаешь, я тоже могу сказать, что, мне кажется, для Сергея Николаевича вот прям эта история важна еще показать всем его воспитанникам Академии, что вот мой парень из Академии, он играет за ПСЖ. И я думаю, что он будет смотреть матчи ПСЖ очень внимательно, и я думаю, что его мечта, чтобы ты выиграл конкуренцию Доннаруммы. Я думаю, что для него вот сейчас... Он мне, знаешь, смотри, он мне всегда говорил, это еще было до ПСЖ, там, до год-два, он говорил, да Сафонов не слабее Доннаруммы, вы ничего не понимаете в футболе. Он сильнее Доннаруммы, вашего двухметрового итальянца. Все это, мне кажется, достаточно тяжело сравнивать видя одно вживую, второе по телевизору. Это все так сомнительно, да, но сейчас у меня будет шанс поехать туда и сказать реально, в чем разница с европейским футболом, в чем разница тренировочного процесса. И мне нравятся вообще изменения, и мне кажется, что вот такие изменения, они сподвигают меня расти, двигаться вперед и становиться только лучше. Поэтому я за это. Академия Краснодара. Ты воспитанник. Сумма в районе 20 миллионов евро, твой трансфер. На тебя все это не давит? Наверное, часть затрат на меня окупили. Наверное, это так. Ну, а как? Я не знаю, что это, 20 миллионов евро. Я не знаю, что это такое. Это много. Не смущает, значит. Хорошо. А тот факт, что ты первый такой парень из Краснодара, который переходит в топ-клуб, там, не в обычную там команду европейскую. Но мог быть и не первый. Буквально полгода или год назад. Мог быть и не первый. Ничего бы не поменялось. Был бы второй. Но, знаешь, будет и третий. Смотри, вашему клубу, Краснодару, очень мало лет, да, то есть очень молодой клуб. Там, условно, я не знаю, Академия Аякса, например, или Барселоны, да, она десятилетиями, вот, всем известно, воспитанники по всей Европе играют. Я не исключаю, что через 10-15 лет, через 20, буду говорить, что воспитанник Академии Краснодара – это знак качества. Да, вот в европейском футболе это такой беспроигрышный вариант. Но начинать все с тебя, по большому счету. Да, вот Матвей Сафонов. Я понял, что я ответственен за всех остальных. Ну, да. То сейчас ты сыграешь первый год, круто, да, и скажешь, надо брать, условно говоря, Спиртиана, там, или Волкова, или Черникова, потому что, там таких футболистов воспитывают, мы не прогадаем. Буду рассуждать, условно говоря, директор Барселоны, Ювентуса, я Арсенала. Понимаю. Нет, понятно, что я представляю Краснодар и воспитанников, но все равно все понимают, что вратарская работа и работа полевых – это две разные вещи. Мне кажется, что я больше сейчас буду представлять именно российскую школу вратарскую, потому что у нас достаточно много хороших вратарей, у нас классное поколение растет. Почему не сделать так, как условно у нас в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ, играют стабильно, хорошо, признаются лучшими? Почему такого не может быть здесь? Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной и будем учить местных вратарскому искусству. Ты сказал про русскую школу вратарскую. Как ты считаешь, в чем ее преимущество? Насколько я знаю, ребят очень много думают. Очень много... Я, естественно, сужу и по себе тоже, и плюс... условно в сборной, про Краснодар я вообще не говорю, там все ребята больные до вот этого всего, что касается там возможностей каких-то, даже те же пенальти, мы знаем, что он знает, что мы знаем, и куда прыгать. Вот такой вопрос. Всех отличает такое желание прогрессировать, желание обдумывать свои
поступки на поле, да, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться. Все ребята очень открытые. Всегда в сборной было так, что приезжаешь и вообще не переживаешь за атмосферу, потому что кто бы ни приехал с вратарей, это всегда будет топ-атмосфера на тренировках, в команде. К вратарям вообще никогда вопросов не было никаких. И вратари первые, кто, допустим, встречали меня, когда я только начинал попадать в сборную. Поэтому я считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене. Ты не боишься, что будет давление, вот учитывая нынешнее время, то, что ты из России? Ну, я тоже с этим справиться. Ну, на всех русских спортсменов сейчас возможно давление. Ну, что? Окей. Тебя это не смущает? Ну, оно и будет. Ну, как бы я понимаю, что оно будет. Чем меня смущает? Я просто принимаю ситуацию, какая она есть. Все. Игра ногами — это возможность прогрессировать постоянно для меня. Так, то есть ты считаешь, что у тебя еще огромная дистанция, огромный потолок есть, да? В игре ногами точно, да. Я вижу, куда я могу расти, я знаю, в чем я не очень силен, что у меня получается лучше. Естественно, нужно играть на сильных сторонах, но как раз-таки вот это вот пространство для прогресса, она будет именно там, где у тебя есть какая-то слабость. Ну, и, по крайней мере, я уверен, что я смогу прогрессировать в игре ногами. Кто был твой любимый вратарь в детстве? Твой кумир? Слушай, у меня не было кумиров и нет до сих пор, но моя первая футбольная форма была Бортеза. Бортеза? Да. Я не знаю, как так получилось. У меня просто есть фотографии, где я, Тебе сколько лет-то было? будучи ребенком, живущим в Майкопе, мне было года 3, наверное. Ну да. Ну, примерно так, да. И у меня была футболка Бортеза. Подожди, то есть ты с детства хотел стать вратарем, там, или родители видели тебя вратарем? Слушай, я вот только сейчас понял, что такая как бы с детства это пошло, но я, честно, не знаю. У меня фотографии, где я стою в майке Бортеза. Ну, я и говорю, 3 года, явно ты сам еще не принимал таких решений, да, что хочешь наверняка. вратарем быть. Я не знаю, как так. Я вот говорю сейчас, я не могу объяснить, как так получилось, но да, это факт. Это, кстати, наверное, я нигде даже не говорил про это, даже не вспоминал про вот это вот. Ты, может, не читала, не в курсе, но примерно с февраля большинство СМИ местных писали, французских, о том, что ПСЖ ищет вратаря, умеющего играть ногами. Это прям было... Тогда почему меня взяли? То, что умеешь играть ногами, видимо. Есть статистика, ты играешь ногами довольно неплохо. Это факт. Окей. Понятно, ты можешь прибавить, это бесспорно, но ты играешь хорошо ногами. Я хочу просто попробовать играть ногами в команде, которой это требует, в которой это норма. Потому что сейчас в Краснодаре это не норма. Ну, этот сезон, понимаешь, что с Ивичем. Нет, вообще. В Краснодаре я не помню. Единственный тренер, при котором это было нормой, это Фарке. При Фарке это Но мы было не видели нормой. матчей с Фарки, к сожалению. Официально. Были товарищеские матчи. Да, официальных мы не видели. Да, официальных не видели. Но это был единственный тренер, который требовал играть, требовал от защитников, чтобы они открывались. Невозможно. Если я один захочу играть ногами, захочу играть короткий пас, практически никогда это не получится. Потому что для того, чтобы команда играла через короткий пас, нужно, чтобы каждый хотел играть через короткий пас. Что это значит? Что нужно открываться под вратаря, допустим, если мы говорим про меня. Когда мне идет передача, нужно, чтобы у меня было несколько вариантов для того, чтобы продолжить контроль. Если этого не будет один вариант, его перекрывают, мне нужно делать длинную передачу. И ничего ты с этим не придумаешь. Ну, а тебе вот сам факт, вот этот короткий пас от вратаря, это не слишком большое давление на вратаря? Потому что вот был момент, я, честно сказать, что даже испугался, был матч, когда с «Динамо», мяч к тебе... Когда я поскользнулся? Я не понял, что там был. Поле как будто закончилось. Только закончилось поле. Нет, 100% было раньше. 100% было оно дальше. В прошлый раз. Не, окей, я шучу. Я чуть потерялся в плане того, что я не ожидал, что поле сейчас закончится. У меня было ощущение, что у меня еще есть пространство какое-то. Я искал вариант. Вариантов не было для того, чтобы играть короткие передачи. Я ожидал, что они появятся, но в итоге дождался того, что мяч ушел в аут, а не продолжение. Да, я думал, ты вот стоишь, мяч тебе идет, думаю, ты то есть как бы не знаешь, что сделать. Ты, давление большое, ты хочешь мяч просто выбить? Нет, наоборот, я не хотел его выбивать. Выбить-то я всегда успею. Я не хочу его выбивать. Зачастую мои ошибки сейчас происходят. Вот мы смотрели обзор. Зачастую мои ошибки происходят в Краснодаре из-за того, что я хочу его сохранить, мяч,
Но это невозможно. И в этот момент у меня появляются траблы. Короткий средний пас, когда я настроен играть, а у меня нет предложений, и мне в последний момент приходится играть длинно, и после этого возникают ошибки. Но я думаю, что в ПСЖ такого не может быть. Потому что если это требует тренер, то это будет повсеместно, и это будет нормой. Почему не получается у Краснодара выиграть трофей уже столько лет? В чем проблема? Не знаю. Я не знаю, на самом деле, из-за чего. И я думаю, что наша проблема в том, что мы не знаем, почему мы не можем выиграть. Мне кажется, что это какое-то такое... Понятно, что есть такие примеры, как Лестер, да, который выигрывает там, у грандов, без разницы, кто там играет, что... Не, ну явно не Лестер. Все равно в команде чемпионов должны быть чемпионы, должны играть чемпионы. А у нас, нам, вот, воспитанникам Краснодара, чемпионами только предстоит стать. И мы делаем все для того, чтобы это было. Но, возможно, нам не хватило больше таких опытных игроков, как Алонсо. Возможно. Это как одна из моих теорий, мыслей, которые у меня сейчас есть. Ребята, которые знают, как выигрывать матчи, знают, как дожимать соперников. Все равно у Краснодара всегда с этим были проблемы. У нас всегда проблема играть с аутсайдерами. Против нас показывают свои лучшие матчи, и, а мы не можем иногда на них настроиться. Ну, по крайней мере, не то, что не можем настроиться, не показываем свою лучшую игру. Не можете преодолеть себя, да? Ну, я не знаю. Наверное, психологически это больше какие-то вопросы к команде, там, каждому футболисту в отдельности. Нельзя играть на равных с лидерами и каждый сезон терять очки, причем много очков терять с... Не буду называть соперников аутсайдерами, но с командами, которые изначально на бумаге слабее твоей. А у нас куча потерянных очков, особенно вот вторая часть сезона, концовка, последние там 10 матчей. Наверное, мы очень много очков не добрали, как мне кажется. Очень много. Вот даже взять пример ту серию, когда у нас было 3 матча, 1 очко и 0 забитых. Ну, невозможно так играть, если ты борешься за чемпионство. Это ненормально. Как раз-таки из-за вот таких серий, таких неудачных моментов, именно поэтому мы не стали чемпионами. Я думаю, что это так. Потому что мы должны забирать команда чемпионов, вот кто выигрывает чемпионат, она забирает очки, когда она играет лучше, когда она играет хуже. Когда игра идет 0-0 на 90-й, они все равно забирают 3 очка. И нам этого не хватило, Краснодару. Матвей, а скажи, вот эта вечная дискуссия в контексте Краснодара. Что важнее, результат или процесс? Мы знаем, что Слушайте, для Сергея Николаевича важен процесс. Точнее, важно, как выиграть, а не просто выиграть. Вы только что ответили на вопрос. Президент — это олицетворение нашего клуба.
Он выбирает людей у руля команды, участвует в выборе тех, кто будет исполнять мысли тренера на поле. И, наверное, от его желания напрямую зависит вот это равновесие весов между красивой игрой и красивым результатом. Но когда его обвиняют президента, что он делает решения непонятные, ну, его очень много критиковали, многие эксперты, что вот отставка Ивича была большой ошибкой, потому что, ну вот, команда шла уже к чемпионству. Ну, это легко говорить. Вы не можете сказать, что бы было, если бы остался Ивич. Лучше бы сыграла команда, хуже бы сыграла команда. Набрала ли бы команда очки в тех матчах, которых набрала при Муратлеговиче? Ну, этого никто не может знать, и это все просто домысли, потому что никакого подтверждения этому не будет. Но мы заняли 2-е место в этом сезоне. Я считаю, что это положительный результат. Могло ли быть лучше? Могло бы. В любом случае могло бы быть лучше. Это решение нашего президента. Я считаю так, что мы или в одной лодке, или вы полностью вообще не принимаете политику футбольного клуба «Краснодар». Потому что Сергей Николаевич Галицкий – это олицетворение футбольного клуба «Краснодар». И если вы не принимаете его решение, тогда ваши пути с Краснодаром просто расходятся. Да, это могут быть какие-то не совсем оправданные решения, какие-то решения на эмоциях. Но это решение человека, который создал этот клуб, который ведет его, который переживает им. И какие здесь вопросы? Это не ошибка там, Сергея Николаевича, не какое-то спорное решение. Это просто путь футбольного клуба «Краснодар». Я считаю, что это так. Но вообще ПСЖ тоже молодой клуб. Достаточно. Они всего лишь 70-го года. То есть, ну, по сравнению, там, не знаю, с Манчестером, с Барселоной, с Мадридом. Кстати, на последнем матче мне кричали с трибуны, типа, ну, какие-то дети или что-то. Матвей, типа, не смей переходить в Париж, в команду без истории. И я такой потом стою, думаю, сколько Парижу лет? Ну, получается, 54. Это молодой, да? Ну да. Типа без истории. Да. А Краснодару сколько, получается? Ну, 15, да, 16, да. Ну, я тогда не понял предъяву, которую мне кинули. Вообще не понял. Но в любом случае нет истории, ну, команда топ у них сейчас. есть история. Не, у них есть история, и в Европе есть история. Они в свое время там выигрывали всякие Еврокубки, не Лигу чемпионов, а сейчас они вообще, одна из топ-команд мира. Ну, это 100%. Матвей, подожди, ты номер выбрал себе уже? Но я вообще думал оставить его. Насколько я знаю, в ПСЖ никто не играет по 39-м, поэтому привнесу чуть разнообразия в Лигу 1 по номерам вратарей. Подожди, но и под первым никто не играет по ПСЖ. Донорума номер 99-й. Ну, оставим для привлечения новых активов для ПСЖ первый номер, вакантное место. Не хочешь взять первый номер? Я вообще думал, на самом деле, у меня 2 выбора. Или 39-й, или первый. Если 39-й будет занят, возьму первый, на самом деле. Не наоборот. Не наоборот. Ну, мне как выдали 39-й. Вот, так, я думаю, что нет-то? Вроде неплохо. Неплохо смотрится 39-й. Поэтому я планирую оставить 39-й. Первый будет, конечно, риск такой, политический, потому что могут сразу сказать, вот, пришел новый вратарь, взял первый номер, хочет сразу показать, кто есть первый номер. Ну, я думаю, ты размусоль слишком много думаешь насчет этого. Ну, это же просто номер, поэтому я думаю, что нет. Такого смысла глубокого в номер я бы не вкладывал. Теперь ворота Краснодара. Поговорим о позиции Акацев. На твой взгляд, созрел... Позиция Акацев? Нет. Позиция вратарь. Вратарь, да. Акацев созрел для первого номера? 100%. Если я ухожу в Лигу 1, Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ. Сразу же. А когда он может даже без начала чемпионата, он один из лучших вратарей в России на данный момент. А когда в прошлом сезоне был момент, когда он играл в основе, как ты это все переживал? Или тебе это была обычная история, что ты такой амбициозный парень, в команде это первый номер, и вдруг ты в запасе? Не вдруг. Вообще не вдруг. Это было логично. И я внутри себя это поддерживал. Потому что я стараюсь мыслить рационально. Я реалист. И я понимаю, что если будет играть Стасик, это будет надежнее в игре, чем нежели буду стоять я. Потому что у меня была концовка сезона какая-то скомканная, что я ошибался там в 4 или 5 матчах подряд, голевые ошибки. Ну, это невозможно. И это никто не мог объяснить. Ни я, ни тренеры, ни мои близкие, никто не мог это объяснить, почему это происходит. Но это происходило. Я понимаю, что, вопрос трофея, первого трофея команды,
вообще за всю историю как бы играем в финале второй раз. И я говорю, я не могу сам отвечать за свои действия, потому что я не понимаю, почему это происходит. Я разговаривал с Владимиром Ивичем, я его позвал поговорить, это было как раз перед финалом, и я у него напрямую спросил, какой у вас план на игру. Он сказал, что я планирую поставить Стаса, это было там в начале цикла тренировочного. Но я, в принципе, я понимал это, потому что по тренировкам он уже наигрывался в старт, но мне никто ничего не сказал, поэтому я позвал тренера на разговор, просто чтобы услышать это от него. Он мне сказал, и я говорю, я, в принципе, это понимаю, я полностью вас поддерживаю, согласен с вами. И моя задача подготовить Стаса просто к игре. Как бы я понимал, что у меня есть проблемы, но меня немножко отпустило в плане того, что у меня был стресс того, что есть какая-то недосказанность, возможно, еще что-то. Мы нормально не поговорили там о моих ошибках, обо всем, что происходило. И в тот момент мы поговорили, меня отпустило, я полностью сконцентрировался на том, чтобы помочь Стасу. В принципе, он провел хороший финал, хороший матч. Но серию пенальти я не говорю уже. Про Академию Краснодара. А как ты считаешь, если бы не Академия, ты бы стал футболистом? Не, я вообще не занимался футболом. Серьезно? Конечно. Ну, ты знаешь, как я попал в футбол? Нет. Я сидел на уроке в школе, пришли дядечки в костюмах с эмблемой. У них было 2 критерия отбора молодых футболистов. По росту отца и по скорости бега ребенка. Ну, я бегал не быстро, но папа у меня баскетболист, бывший, сейчас тренирует. И по росту, окей, говорит, подходишь, давай иди сюда. Приезжай на тренировку. Вот у нас там команда, футбольная секция. Я такой, ну классно, показал родителям, и говорят, ну хочешь, езжай. Я такой, окей. Приехал, меня сразу в ворота засунули, потому что я не быстрый, естественно, во мне видели вратаря изначально по селекции. Ну и все, и начались мои тренировки. Если бы этого не было, я бы просто не занимался футболом. А сколько тебе лет было? 9, по-моему. 9 или 10, что такое. Но... Подожди, то есть, получается, ты вообще до 9 лет, до вот этого прихода дяденек в красивых костюмах, да, ты не думал про футбол? Ну, во дворе играл, как обычно дети, но по профессиональным... Ну, я и тогда о профессиональном не думал. Но я даже на секцию... Я бы и не записался туда. Я занимался тогда плаванием, тэквондо занимался. Иногда на баскетбол ходил, но редко. Там была такая система, что я в четные дни ходил на футбол, в нечетные на плавание. И потом какой-то переломный момент наступил, когда у меня выявили гайморит, и мне нельзя было плаванием заниматься. И тогда я полностью ушел с головой в футбол. Вскоре переехал в академию, и, в общем, мой путь начался футбольный, еще и благодаря гаймориту моему. То так бы плавал бы еще. Доказывал бы маме, что я хочу футболом заниматься, а не плаванием. Лучшее воспоминание в Академии Краснодара. Какое у тебя? Когда меня не отчислили за то, что мы с другом попали в аварию на машине, когда нам было лет по 14. Вы за рулем были? Да. Ну, не я на соседнем, а друг был за рулем 14 лет. И нас должны были отчислить, но нас простили. Ну, там такая ситуация была, что его отец оставил машину на академии и улетел, ну, получается, он приехал на машине к сыну, просто проведать его, оставил машину в Краснодаре на стоянке рядом с академией, потому что она более-менее защищена, естественно. Каким-то образом, не знаю как, ключи оказались у сына, возможно, чтобы не потерять, или там, не знаю, прогревать машину, возможно, оставил, я не знаю. И улетел отдыхать там то ли в Турцию, то ли куда-то. Мы, естественно, любознательные дети с ключами от автомобиля на объезде, там, где нет полицейских, никого, ну, сели, поехали прокатиться, да. Ну, я был штурманом, произошла небольшая недокоммуникация, и вместо заезда вправо и разворота был сразу разворот. Вот, и, ну, попали чуть в аварию, там, машина не на ходу была, пришлось вызывать полицейских. Ну, и все, как-то там решили все это дело, там, через... Его еще на учет поставили за вождение, там, мелкий. Ну, короче, там все. Ну, это такое приятное воспоминание о том, что... О футболе много воспоминаний, но, наверное, вот это самое такое интересное в плане того, что оно не связано с футболом, футбольной академией. А вот скажи, я видел, как ты после матча с «Динамо» подошел к трибунам, и прям было видно, что у тебя есть желание что-то сказать. Но, наверное, еще было рано. Скажу так, что возможно такое, что я буду уходить. И без разницы, это или конец карьеры, или трансфер какой-то. Мне это все представлялось так, что это происходит на стадионе, это объявляют, и как бы есть какой-то... Ну,
не знаю, назвать прощальным, но такой заключительный матч на этом этапе моей карьеры, да, когда это происходит. Но этого не получилось, и понятно, что все эти разговоры шли очень давно, но в связи с обстоятельствами нельзя было озвучивать ничего. Для меня вот только сейчас, когда подписан полностью контракт, когда трансфер официально зарегистрирован, только сейчас все, ну, или в одной стороны закончилось, с другой стороны начинается. Вот, и только сейчас можно какие-то принимать поздравления и все такое. Потому что многие, слыша слухи, писали мне в сообщениях, что поздравляем. Блин, а что мне ответить им? Ну, как бы, я и принять поздравления не могу. И соврать, что что-то не так, тоже не могу. Поэтому много сейчас сообщений висит, на которые придется ответить. Вот. Но болельщикам, естественно, мне хотелось попрощаться лично. Хотелось посмотреть им в глаза, скажем так, потому что я понимаю, что зачастую мы с болельщиками на одной волне, и насколько мне будет грустно, настолько же грустно будет им, скорее всего. Мне немного жаль, но все-таки если бы у меня было какое-то слово на стадионе, я бы в любом случае не прощался, поэтому мы еще увидимся. Я не прощался ни с кем. И прощаться я не собираюсь. Это мой дом. Это то место, где я хочу, чтобы меня ждали всегда. И поэтому я не готов говорить ему «прощай». И я готов приостановить наши отношения, скажем так, с городом, да, потому что все равно любой отпуск, ищите меня в Краснодаре в любом случае. Ты очень невозмутим. Это ты прям видно, что тебя сложно выбить из равновесия. Но когда там наши футболисты последние годы приезжают в Европу, первый год это сложный. И у Захаряна, и у Миранчука, даже у Головина, все это было. Потому что адаптация, другие тренировки, там другой язык и все такое. Я думаю, что мне будет легче перестроиться. Да? Почему? Ну, да. Ну, я не знаю, как у них строилась работа. Все говорят о том, что больше требований, там нужно больше набегать, больше себя доставать, больше нагрузки, все быстрее думать. Я это требую от себя, в Краснодаре, от тренировки к тренировке. Я требовал это, и я считаю, что вот эта подготовка, вот эти требования к себе, близкие к максимальным, они, возможно, помогут мне быстрее здесь влиться в коллектив, да, адаптироваться и понять, что от меня нужно. Мне кажется, большая проблема для меня будет это тактически освоиться, понять, что от меня хотят. Конечно, у нас сейчас в этом плане мне немножечко повезло в плане того, что у нас менялись тренеры, менялись требования, и поэтому мне, возможно, будет легче, потому что я вот буквально недавно поменял требования, требования поменялись, я должен по-другому играть. И сейчас, в принципе, прошло полгода, я опять должен поменять буду свое мышление в игре. И я думаю, что я с этим справлюсь без проблем. Просто вопрос, мне надо понять, что от меня будут требовать, чтобы я над этим мог больше работать. Условно, в идеале, понятное дело, что как я себя вижу в идеале, это кто бы ни пришел, какой бы тренер, какие бы требования не были, играть через короткий пас, играть через длинную передачу, быстрые атаки, там автобусом сидим. Я должен быть готов к любому тактическому ходу, и я должен знать, как я что я там должен делать, и я должен уметь это делать. И для меня вот это, кажется, верх такого тактического идеала вратаря, для меня идеала, в плане того, что любые требования мне скажите, что вы хотите, чтобы я бил там, условно, да, через все поле, играл через короткую передачу, разыгрывал в вратарской. Я должен сразу же моментально перестроиться. Это мой идеал, то, к чему я хочу стремиться. Уметь все и тогда, когда это нужно.